Привет, Арми. Не прошло и минуты. Еще до начала истории. Все уже подумали об одном имени. Чингук. Потому что, когда Тэхён появился в прямом эфире и тихо сказал: «Знаете что? Послушайте меня». Это было не просто начало. Это было похоже на приглашение внимательнее прислушаться. Затем он продолжил, без лишних слов. «Я вышел в прямой эфир, потому что хотел кое-что показать». И в тот момент все сразу подумали об одном и том же. Что бы Тэхён не собирался показать, за этим стоял Чингук. Тэхён не из тех, кто выходит в прямой эфир просто ради пустяков. Более того, это произошло на следующий день после их совместного прямого эфира. На следующий день после момента, когда Тэхён и Чингук казались такими гармоничными, такими близкими, такими комфортными. Словно мир вокруг них сжался. Тэхён с легкой улыбкой рассказал: «Я взял такси и поехал домой вот так». Тон его был легким, но он что-то сдерживал. Затем он снова сказал, немного неуверенно, немного смущенно: «Этот подарок мне кто-то подарил». Кто-то. И вот здесь имя Чингука показалось еще более реальным. Хотя Тэхён еще не произнес его. Ведь кто еще подарил бы небольшой подарок? Но достаточно значимый, чтобы Тэхён приехал жить. Только чтобы похвастаться им. Тэхён улыбнулся. Его щеки слегка приподнялись. В глазах не было видно тепла. Затем он поднял руку. Шоколад. Недорогой. Не броский. Но слишком личный, чтобы воспринимать его как должное. Поэтому я пришел, чтобы похвастаться им. Он усмехнулся. Словно человек, который понял, что его чувства стали ясными. И в тот момент имя Чингука наконец-то прозвучало так, будто его произнесли. Без необходимости произносить его вслух. Потому что Чингук всегда такой. Дарит просто. Тихо. Негромко. Но по существу. Только что прошло Рождество. Их жизнь только что началась. И вот пришел Тэхён. Не для того, чтобы что-то объяснить. Не для того, чтобы что-то уточнить. А просто чтобы показать, что он получил что-то значимое. Он на мгновение посмотрел на шоколад, а затем сказал: ладно, это конец». Как будто сам осознал, что был слишком честен. Если это был просто шоколад, почему Тэхён выглядел так, будто только что получил искреннее внимание? Если это был просто подарок, почему имя Чингука сразу же всплыло в памяти всех? Еще до того, как прошла хотя бы минута? Потому что иногда самые настоящие отношения возникают неожиданно. Они появляются слишком вовремя, в слишком мягкой улыбке и в маленьком подарке, который понимают только два человека. А для тех, кто следил за происходящим с самого начала, история была ясна. И именно здесь история углубилась. Потому что спустя минуту, после того, как имя Чингука так ясно промелькнуло в памяти всех, Тэхён не закончил историю. Вместо этого он оставил ее незавершенной. И именно это сделало все еще более реальным. Тэхён снова посмотрел на шоколад. Не мимолетно. Не мимолетно. Взглядом человека, вспоминающего момент, когда подарок перешел из рук в руки. Он слегка улыбнулся. Затем тихо рассмеялся. Словно молча говоря: «Почему я такой только из-за этого?» И эта реакция ответила на все вопросы. Потому что Чингук всегда был таким. Не с громкими словами. Не с объявлениями. А с маленькими, целенаправленными жестами.
Рождественские подарки не обязательно должны быть дорогими. Они не обязательно должны быть показными. Но Чингук выбрал что-то теплое. Что-то, чем можно наслаждаться не спеша. Что-то, что подходило Тэхёну. Шоколад. А Тэхён решил не держать это в секрете. Он решил выйти в прямой эфир. Он решил поделиться моментом. Он решил похвастаться. Как будто говоря миру: я получил это. И это что-то значит для меня. Имена не упоминались. Но именно поэтому имя Чингука звучало еще более значимо. Потому что только один человек мог заставить Тэхёна так покраснеть всего лишь небольшим подарком. Только один человек мог заставить его выйти в прямой эфир без грандиозного плана, без заранее спланированной программы, просто чтобы похвастаться шоколадом в руке. И когда Тэхён тихо сказал: «Хм». Это было не замешательство. Это было чувство, которое он сдерживал. Чувство, возможно, слишком личное, чтобы выразить. Но слишком глубокое, чтобы скрывать. Прямой эфир закончился без объяснений. Без уточнений. Без признаний. Но именно в этом и заключалась сила. Потому что для тех, кто следил с самого начала, кто смотрел вчерашний прямой эфир, кто чувствовал атмосферу между Тэхёном и Чингуком, все это естественным образом связалось. Рождество. Совместный прямой эфир. Небольшой подарок. Застенчивая улыбка. И одно имя, которое появилось, не прошло и минуты. Чингук. Дело было не в шоколаде. Но дело в том, кто это дарит. И в том, как Тэхён решает показать это миру. И, возможно, в этом и заключается красота. Не было никаких признаний. Не было никаких долгих объяснений. Ни одного имени не было произнесено прямо. И все же все казалось ясным. Потому что иногда самые искренние чувства выражаются не словами, а маленькими поступками, сделанными от всего сердца. Шоколадка. Сдержанная улыбка. И прямая трансляция, которая казалась теплее, чем просто очередная трансляция. Тэхён ничего не сказал. Но он показал все. И если присмотреться, есть одна вещь, которую трудно игнорировать. Тэхён не просто принял подарок. Он решил поделиться им. В разгар своего графика. В центре внимания. В разгар всего, чем он мог поделиться. Он вышел в прямой эфир. Ради одной маленькой вещи, которая явно много для него значила. Это не было привычкой. Это был выбор. Дело было не в самом шоколаде. Дело было не в короткой прямой трансляции. И дело было не в том, что он говорил на камеру. Дело в череде моментов, которые, будучи собранными воедино, образуют цельную историю. Вчерашний прямой эфир. Прошедшее Рождество. Небольшой подарок, который пришел как раз вовремя. И Тэхён, который решил появиться, чтобы просто показать его. Ничего не было случайностью. Все казалось слишком правильным. Слишком личным. Слишком честным. И когда имя Чингука всплыло в голове у всех, еще до того, как прошла минута, это было не просто предположение, а потому, что это чувство было ясно любому, кто следил за происходящим. Иногда самые настоящие вещи никогда не объявляются. Они просто произошли. И Чингук все еще был там, даже не будучи замеченным. Дело было не в самом подарке, а в том, кто его подарил. И о том, как это чувство сохранилось. Даже после окончания трансляции. Если вы чувствовали то же самое, смотря этот момент, дайте мне знать в комментариях. Мне бы очень хотелось узнать,
что вы уловили в улыбке Тэхёна в тот вечер. Не забудьте поставить лайк этому видео, если эта история вам близка, и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить маленькие истории, которые часто остаются незамеченными, но при этом являются самыми значимыми. Спасибо, что досмотрели до конца. Берегите себя, оставайтесь в безопасности, и до встречи в следующем видео.